Готовлю торт «Птичье молоко» из простых и доступных продуктов, которые найдутся в каждом доме. Особенный вкус этого торта придется и к праздничному столу, и к домашнему чаепитию. Желатин всыпаю в воду, перемешиваю, оставляю для набухания. Для приготовления заварной основы сахар всыпаю в крахмал и перемешиваю. В сотейник с желтками вливаю молоко, перемешиваю. Друзья, сотейник установили мы на слабый огонь. У нас открытый огонь. Если у вас электрическая плита, поставьте среднюю мощность. Всыпаю сахар с крахмалом, перемешиваю и увариваю до загущения. Друзья, очень важно постоянно мешать. Это гарантия того, что заварная основа не прилипнет к дну сотейника и опять же не свернется. Заварная основа получилась гладкая, она загустела хорошо. Мягкое сливочное масло вымешиваю с сахарной пудрой до бела. Добавляю желтки, соль, ванилин. Вымешиваю. Всыпаю муку, разрыхлитель и перемешиваю на низких оборотах миксера. Тесто готово. Форму для выпекания предварительно выстелили пекарской бумагой. Выкладываю тесто на середину формы и распределяю его по всей форме. Тесто с формой ставлю в разогретую заранее до 190 градусов духовку на 10 минут. Очень мягкое сливочное масло выкладываю в заварную основу. Друзья, если у вас масло из холодильника, его можно прогреть всегда в микроволновой печи, либо просто на плите. Масло должно быть очень размягченное, тогда оно хорошо и стабильно вмешается в заварную основу. Вмешиваю масло в заварную основу. Заварной крем получился очень гладкий, пластичный, без крупинок. Друзья, заварную основу пока закрываю вплотную, чтобы она не подсыхала. И вот в таком виде оставляем ее. Вот такой корж выпекся. Для приготовления меренги в белки всыпаю сахар, соль, лимонную кислоту. Друзья, рекомендую белки комнатной температуры, тогда они лучше взобьются. Взбиваю на высоких оборотах миксера до мягких пиков. Перед приготовлением сиропа мы подготовили форму. Смотрите, кольцо обтянули пищевой пленкой. Это сформировали дно. Сюда будем сверху выливать суфле. Если у вас есть ацетатная лента, дополнительно можно вставить ацетатную ленту, тогда вам будет проще извлекать торт. Если ацетатной ленты нет, можно без ацетатной ленты. Просто когда вы зальете сюда суфле, пройдетесь ножом и извлекете торт. Для приготовления сиропа в сотейник с водой всыпаю сахар. Помешиваем сахар, чтобы он основательно растворился в воде. Как только сахар растворится немножко, можно прекращать вымешивать. Это не принципиально важно, но таким образом сахар меньше налипнет на стенки сотейника. Рекомендую готовить сироп на средней мощности, не на высокой. Друзья, мы варим сироп до готовности. Температура готового сиропа должна составлять 115-120 градусов, но не больше 120. Если у вас нет в наличии градусника, проверить готовность сиропа можно на тонкую нитку. Просто вот так обмакиваем ложку в сироп и смотрим. Как только появится нитка, это говорит о том, что сироп готов. Пока, видите, нитки нет, просто капельки. Это говорит о том, что ему еще нужно повариться. Также можно определить готовность сиропа на шарик. Вот шарик в воде. Это говорит о том, что сироп готов. Вливаю горячий сироп в меренгу, и при этом необходимо интенсивно вымешивать, чтобы меренга полностью вмешалась, чтобы сироп полностью вмешался в меренгу. Набухший желатин добавляю в горячий сотейник, где варился сироп. И перемешиваю. Желатин начинает кипеть. Это вполне нормально, потому что температура в сотейнике очень высокая. Таким образом, весь сироп, который варился в сотейнике, он сейчас растворится и разойдется в желатине. Это удобно, сразу туда сотейник будет чистый, и весь желатин горячий уйдет в меренгу. Меренга получилась устойчивая, плотная. Вот обратите внимание, как она хорошо держится на лопастях миксера. На горячей плите стоял желатин, он горячий в сотейнике. На его место можно поставить заварной крем, чтобы заварной крем был хорошо мягкий. Тогда этот заварной крем лучше вмешается в меренгу. Если заварной крем будет холодный, тогда меренга может осесть, и суфле будет низкое и плотное. Весь горячий желатин вливаю в меренгу. Перемешиваю на низких оборотах миксера. Друзья, вот хотел вам показать заварной крем. Посмотрите, обратите внимание, какой он у меня мягкий. Он у меня стоит на горячей плите, на которой варился сироп, а потом на которой таял желатин.
плита выключена. Главное, чтобы он был мягкий. Вот видите, он не держит форму, этот крем. Он именно такой должен быть. И именно такой заварной крем лучше всего вмешается в меренгу. Весь заварной крем выкладываю в меренгу с желатином. Недолго вымешиваю на низких оборотах миксера. Вливаю все суфле в подготовленную форму. Сверху укладываю корж, слегка притапливая его. Убираю торт в холодильник минимум на 4 часа. В сметану выкладываю масло, сахар и какао. Включаем минимальный огонь. Это мы готовим шоколадную глазурь на торт. И постоянно помешиваем, чтобы все ингредиенты вмешались. Вымешиваю до полного растворения сахара. Глазурь очень быстро приготовилась, все вмешалось, сахар растворился. Отставляю в сторону до полного остывания. И пока шоколадная глазурь остывает, извлекаем торт из формы. Остывшую глазурь выливаю на холодный торт. Распределяю произвольно по торту. Шоколадная глазурь должна быть остывшая, не горячая. Торт должен быть холодный. Тогда потеки будут стабильно держаться. А там посмотри, какой эти потеки тебе понравились. Очень хорошо, все миленько. Очень миленько, наверное. Да. Убираю торт в холодильник до полного застывания глазури. Друзья, ну давайте посмотрим, какой он в разрезе получился. Очень мягко прорезается. И вот такой в разрезе торт. Торт птичье молоко. Торт по данному рецепту получается очень вкусный. Вот посмотрите, суфле очень пышное. Отличное сочетание пышного суфле с шоколадной глазурью. Идеальное сочетание. Как настоящее советское птичье молоко. Абсолютно идентичный вкус.